увлекательное вязание крючком. Меня зовут Оксана. Сегодня мы будем с вами вязать очень красивый узор, отлично, который подойдет для летней маечки, футболочки, кардиганчика, может быть какое-нибудь платье, юбки. Но сейчас вы это увидите. Я буду вязать вот с такой вот очень красивой пряжи. Это Гималая Деним, 100% хлопок. 50 грамм, 140 метров. И вот такая вот очень красивая расцветка. И крючок у меня номер 2,5 миллиметра, так как я вяжу рыхло. Итак, начинаем вязать. Раппорт данного узора 5 петель. Я буду вязать 4 раппорта, значит набираю цепочку из 20 воздушных петель плюс 1 петля для симметрии. Итак, делаем начальную петлю и набираем цепочку из 21 воздушной петли. Итак, набираем. Итак, смотрите, набрала. Далее 3 петли подъема. 1, 2, 3. Накид. 1, 2, 3. Вот в 4-ю вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Провязали 2 воздушные петли, накид, пропускаем 2 петли, в 3-ю вяжем столбик с одним накидом. Накид. Далее вяжем еще 2 столбика с одним накидом в разные петли. Вот, в следующую петлю вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Накид и 3-й столбик с одним накидом. Итак, вот провязали 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, накид и повторяем 2 петли пропускаем и вяжем 3 столбика с одним накидом, и у них разные петли. Вот в 1, следующую петлю вводим крючок, вяжем столбик с одним накидом, накид и провязываем 3-й столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, накид, пропускаем снова 2 петли и снова вяжем 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли, накид, и заканчиваем мы ряд 2 столбиками с одним накидом. Как вот мы начали, да, здесь 2 столбика с одним накидом, накид, 2 петли пропускаем, так и заканчиваем 2 столбиками с одним накидом. Все, закончили. Вот что у нас получилось. Это был у нас первый ряд. Второй ряд. 1 воздушная петля, разворачиваем вязание. И вот здесь в первую же петлю провязываем столбик без накида. Далее, смотрите, мы под арку вяжем 5 столбиков с одним накидом. Вот под эту арку накид мы сделали и вяжем 5 столбиков с одним накидом под арку. Пять столбиков вот провязала, и смотрите, вот здесь у нас есть 3 столбика с одним накидом. Вот в центральный столбик мы вводим крючок и провязываем столбик без накида. Вот такой вот элемент у нас получился. И повторяем накид и провязываем 5 столбиков с одним накидом. Три,
4 и 5. 5 столбиков я провязала. Все тут у меня развалилось. И вот в центральный столбик вводим вершину крючок и провязан столбик без накида. Накид и снова повторяем так до конца весь ряд. Итак, повторяем до конца вязать весь ряд. Вот я ряд довязала до конца, да? И вот в крайние петли подъема, вот 3 петли подъема, в третью вводим крючок и провязан столбик без накида. Все, это мы закончили второй ряд. Начинаем третий ряд. 5 воздушных петель. Разворачиваем вязание, накид. Смотрите, у нас здесь было 5 столбиков, да? Крайние вот мы оставляем и вяжем только вот первый пропускаем, вот он столбик, во второй вот над вторым вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Накид, вот в следующую петлю вяжем столбик с одним накидом. И еще третий столбик вяжем в следующую петлю, столбик с одним накидом. Вот у нас на центральных 3 петлях мы провязали 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, накид. Снова смотрите, вот он первый столбик, вот он. Сюда мы не вяжем, во вторую вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Накид, во вторую петлю провязан столбик с одним накидом, накид, и в третью петлю мы провязываем столбик с одним накидом. Вот что у нас получается: 2 воздушные петли, накид, и повторяем до конца этот ряд. Очень легкий, простой узорчик, и легко запомнить, и легко вяжется. 2 воздушные петли, накид, так, один столбик вот смотрим, пропускаем, второй, и провязан 3 столбика с одним накидом. Смотрите, как мы заканчиваем ряд. 1 воздушная петля, делаем двойной накид, потому что мы же вот, и вот где петли вот мы вязали, вот столбик вязали без накида, вводим крючок и провязываем столбик с 2 накидами. Вот, все, мы закончили третий ряд. Четвертый ряд. 3 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание, накид. Вот в эту арку вяжем 2 столбика с одним накидом. Прикрепляем, как вы помните, вот в этот центральный столбик провязываем без накида. И далее мы вяжем так же, как мы вязали уже второй ряд. Делаем накид и под арку провязываем 5 столбиков с одним накидом. Пять столбиков провязали. Смотрите, и в центральную вот в макушечку, эту верхушечку провязываем столбик без накида. Накид, и дальше провязываем этот ряд. 5 столбиков с одним накидом. И довязываем так этот ряд до конца. И в конце покажу, как надо закончить. Вот что у нас уже получается. Смотрите, вот я довязала до конца этот ряд. Делаем накид и провязываем вот в крайнюю арку 3 столбика с одним накидом. Но смотрите, 2 столбика мы за арку провязываем. Делаем накид. 1, 2, вот третья петля подъема, в нее вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Вот, провязали. Далее мы вяжем, как первый ряд вязали, но сейчас покажу, как прикрепляться. Вяжем 3 петли подъема, разворачиваем вязание, накид, вот 1 петля, а вот во вторую вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Все, 2 столбика есть. 2 воздушные петли, накид, и провязываем 3 столбика с одним накидом. Как вы помните, одну пропускаем и на центральных 3 вяжем. Во вторую вот вводим крючок
и провязан один столбик с одним накидом, накид в следующую петлю, второй столбик с одним накидом, накид, и в третью петлю провязан столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, накид, 1 пропускаю столбик, над вторым вяжем. И сейчас покажу, как закончим этот ряд, и тогда вяжем до конца. Смотрите, вот я довязала до конца, накид, и вот крайние петли подъема и в столбик, вот в этот столбик сначала крайний вяжем столбик с одним накидом, накид, и в третью петлю подъема вяжем столбик с одним накидом. Вот что у нас получается. И далее, как мы уже вязали, 1 воздушная петля, разворачиваем вязание, тут же вот провязан столбик без накида. Это мы вяжем точно так же, как вязали второй ряд. И далее вот повторяем со второго и дальше ряды, и нужную нам высоту вяжем. И смотрите, получится у вас вот такой красивый узор. Очень классно, мне он очень понравился. Если вас смущают такие большие отверстия, я просто взяла пряжу, которая толстая, ну, чтобы вам было очень хорошо видно. Я же забочусь о вас, чтобы вы хорошо поняли узор и связали. Поэтому, если вас смущают такие большие отверстия, берем меньше крючок, берем тоньше нить и вяжем. Будет маленькие отверстия, мне кажется, как такие вот чешуйки. Можно сюда бусинки, да, может быть, вшить. Может, вы сумочку захотите связать данным узором. Можно топик связать и под низ, если, знаете, такое гипюровое что-то вшить, да, и будет очень, мне кажется, красиво. Напишите мне, что бы вы связали данным узором. Я думаю, он такой универсальный, уже летний. И вот он как красиво смотрится. И пряжа тоже мне очень-очень понравилась. Можно кардиган связать, например, да? Такой вот летний, ажурный, красивый. Может быть, какую-то пляжную такую туничку можно, да, связать. Я думаю, будет очень классно. С одной, вот со второй стороны смотрится изнаночная сторона. Можно вот так связать. Особенно мне нравится, если сверху вниз связать, да, у топика вниз вот связать, как чешуйки такие будут. Так что жду ваши комментарии, лайки. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.